Всем привет, подписчики и просто гости моего канала. Продолжаю цикл выпусков про поиск причины нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112. Совсем недавно измерял сопротивление модуля зажигания, где показатели были ниже нормы. Кто не смотрел, сейчас появится подсказка. Можете перейти по ссылке и посмотреть это видео, какие были у меня показания сопротивления на модуле зажигания. И, как уже было сказано, показания были ниже нормы. И я уже тогда говорил, что нужно заменить модуль зажигания. И в этот день происходит вот что. 7 марта едем с супругой по городу. Сделали остановку, я зашел в магазин, вышел, сажусь. Запускаю двигатель, и движок начинает дико троить. В цилиндре от слова совсем не было искры. Завоняло бензином, обороты не поднимались, еле-еле нажатием газа они поднимались, в движении совсем было плохо. Короче говоря, движок начал дико троить. И когда я нажимал на корпус модуля зажигания, обороты, то есть искра, появлялась. Также искра появлялась, когда я придавал усилия данной фишке. Сейчас запущу. Послушайте, как работает двигатель. Сейчас запустилась более-менее. Сейчас искра есть во всех 4 цилиндрах, это точно. Сейчас двигатель работает нормально. Как прогреется, может быть, тогда начнет троить. Подождем. Так, двигатель прогрелся. Не до рабочей температуры, но прогрелся, обороты уже снизились. Вчера прям невозможно было ездить. Сейчас все нормуль. Сейчас еще подождем, пока полностью двигатель выйдет в рабочую температуру. Сейчас двигатель уже начинает подтраивать. Подтраивать он начинает не как ранее, по чуть-чуть, а уже слышно, как пропадает искра. И идут перебои. Вот. Было потряхивание. Ждем еще. Движок прогрелся, и вот началось. Двигатель троит. Слышно, да, как троит? Как было до этого, реакция на газ. Итак, нажимаю на корпус. Без изменений. Здесь, на эту фишку. Вот, нормализовалось. Реакция на газ, как обычно. Но стоит мне отпустить руку, как все, движок начинает уже задыхаться, и вот реакция на газ. Обратно. Вот, я просто на себя давлю ее, вот. Сразу работа движка нормализовалась. Отпускаю, и вот реакция на газ. Ра-та-та-тан. Троение. Сейчас послушаем звук выхлопа. Вот, когда двигатель троит. Воняет бензином.
Один горшок не работает. Сейчас нормально работает. Пробовал на этой фишке подгибать контакты пины. Думал, причина в нем, но это не помогло. Есть у меня бэушный такой модуль зажигания старый. Вот двигатель вообще заглох. Не рабочий, но холостые должен держать. Поменял я модуль зажигания. Это бэушный старый. Тоже показания на нем не очень. Он подстраивал на холостых, но не так ярко выражено, как с предыдущим. Вот как с этим. Сейчас запущу двигатель, послушаем, как он будет работать с этим модулем зажигания. Да, подстраивает и с этим. А если подтянуть фишку, работа двигателя не меняется. Но с этим работает лучше, хоть и троит, но лучше. Итог: нужно менять модуль зажигания. Купил модуль зажигания производства старого Оскола. Так, вот так он выглядит. 423705. Старый Оскол. Почему старый Оскол? Потому что в интернете много отзывов о том, что модули зажигания старого Оскола, они отлично себя зарекомендовали. И производитель дает гарантию, что в течение года он будет работать стабильно. Также в коробке документация, модуль зажигания, паспорт. Так, гарантии изготовителя, вот о чем я и говорил. Собственно, вот в такой коробке. Вот новый модуль зажигания, вот старый модуль зажигания. И если мерить сопротивление, вот мерю на новом. Первый, четвертый цилиндр, сопротивление 4,06. Второй, третий 4,10. Это показания на новом. Теперь показания на том модуле зажигания, который у меня стоял. 3,45, первый, четвертый. 3,46, второй, третий. Но, видимо, что-то внутри уже вышло из строя, хотя сопротивление, вы видели какое, не особо отличается. Сейчас поставлю на двигатель, запущу, посмотрим, как будет себя вести двигатель с новым модулем зажигания. Также с Озона пришел высоковольтный провод. Параметры вы видите на экране. После того, как поставлю модуль, займусь высоковольтными проводами. Итак, новый модуль зажигания на своем месте. Фишка подключена. Высоковольтные провода подключены. Это еще старые. Давайте запускать двигатель. Зажигание. Поехали. Работает стабильно. И идемте под капот. Работает отлично. Пока двигатель холодный. Сейчас прогреется, и уж тогда послушаем работу двигателя. Двигатель прогрелся. Работает стабильно. Сейчас пусть постоит, поработает еще. Понаблюдаю. Сделаю пробный выезд. Покатаюсь по местности пару километров. И тогда уже будет видно.
Температура у нас вот такая. Но прежде чем выезжать, я заменю эти старые свечные провода на провода нулевого сопротивления, которые я заказал с Озона. Ну а как заменить старые высоковольтные провода на новые нулевого сопротивления, сейчас расскажу. Буду показывать на примере одного свечного провода. Брызнули ВДшкой здесь и здесь. Вынимаем наконечник, откусываем его или же отгибаем и вытаскиваем сам наконечник металлический. Также отгибаем и данный наконечник и убираем его. Полностью разобрал свечной провод. Старый высоковольтный провод, новый высоковольтный провод. Сейчас померю сопротивление. Берем мультиметр, выставляем показания 20 кОм. Берем новый наш высоковольтный провод нулевого сопротивления. Подключаем контакты, смотрим по нолям. Новый высоковольтный провод нулевого сопротивления готов. Так, щупами подключились. Показания по нолям. Такую же процедуру проделываем с остальными тремя старыми проводами. Старый свечной провод второго цилиндра, сопротивление 1,95. Итак, высоковольтные провода нулевого сопротивления установлены. Все красиво, все четко. Новый модуль зажигания, новые свечи. И идемте запускать. Подсветочку включил. Зажигание. Двигатель запущен. Все на месте. Сейчас двигатель прогреется. Послушаем. Двигатель вышел на рабочую температуру. За время его работы слушал, прислушивался, никаких перебоев или же нестабильной работы двигателя я не наблюдал. Сейчас проедусь, посмотрю, какие изменения на динамику, на езду. И обычно были такие проблемы, когда чуть-чуть так газанешь, и обороты прям стремились упасть. И такое ощущение было, что двигатель заглохнет и его потряхивало. Ну, когда я делал это вручную. Сейчас ничего я не наблюдаю. То есть на 99% двигатель работает чисто. 1% это шум гидрокомпенсаторов. Проехал несколько километров в разных режимах, как на низких оборотах, так и на высоких оборотах. Нареканий нет, снизов тянет бодро, на верхах не дергает. При езде на второй передаче, когда нога убрана с педали газа, машина едет без дерганий, спокойно, тихо. Раньше были рывки, и при нажатии на газ машина дергалась. И только пару рывков, и только потом двигатель набирал обороты. Сейчас этого нет. Нажал на газ, как нажал, так машина и ускорится. То есть, одним словом, работой двигателя я сейчас доволен. Да и вы сами, наверное, слышите, как двигатель четко, ровно работает. Ну, за исключением шума гидрокомпенсаторов. Об этом уже другая история. На этой ноте выпуск подходит к концу. Да, я думаю, весь цикл выпусков про поиск причины нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112 завершена. И давайте с вами обобщим, что было сделано в период съемок всех выпусков по поиску причины нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112. Итак, была произведена чистка дроссельной заслонки, а именно канал малой вентиляции картерных газов был полностью забит и успешно был прочищен. Был заменен шкив коленвала с металлического на демпферный.
Тем самым исчезло биение шкива, которое также могла влиять на работу двигателя. Также была заменена сама шестеренка коленвала. Был заменен ремень ГРМ, так как старый был на 200% изношен. На момент его снятия и осмотра 8 зубцов были оторваны, и все остальные уже начали отрываться. Также был заменен обводной ролик ГРМ, так как старый очень сильно шумел. По генератору разборка показала, что токосъемные медные кольца были изношены, контакты окислены. Тем самым генератор выдавал неправильный заряд, что также могло влиять на работу двигателя. Также был заменен тросик газа, так как старый тросик из-за своего износа иногда заклинивал и обороты зависали. Был заменен модуль зажигания, так как прежний вышел из строя буквально за день до съемок этого выпуска. Двигатель стал нереально троить, было невозможно ездить, обороты еле-еле набирались до 3000, воняло бензином, двигатель колошматило и пытался заглохнуть на ходу. Также были заменены свечи и высоковольтные провода нулевого сопротивления. И все, что я сейчас перечислил, в сумме повлияло на работу двигателя в лучшую сторону. А именно, стабилизировался холостой ход двигателя. Работа двигателя в любых режимах, как на низких оборотах, так и на высоких. Отличный отклик педали газа. Динамика ускорения отличная. Отличный показатель напряжения борт-сети и заряда аккумулятора. Также повлияло в лучшую сторону на расход топлива. Напоминаю тем, кто не смотрел предыдущие выпуски, сейчас появится подсказка, можете перейти по ссылке и посмотреть. Там я в подробностях показываю и рассказываю на каждом этапе, что я делал. На этом цикл выпусков по поиску причины нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112 завершен. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Просьба оценить это видео. А кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Не забывайте переходить по ссылкам в шапке моего профиля. Всем до новых встреч и увидимся в следующих выпусках. Всем пока. По скриптум, когда записывал окончание выпуска, я скинул клемму аккумулятора, тем самым сбросил все ошибки, вот одометр на нуле, запустил двигатель и сейчас смотрю, наблюдаю, появится ли чек. Имеется в виду, когда я скидывал клемму, то есть сбрасывал ошибки, ошибка появилась, что и следовало ожидать. Но ничего, я доберусь до истины и сделаю так, чтобы чек больше не загорался. Убрать лампочку с чека не считается.